И зачем я оставил свою комнату? Приговоренный к смерти не должен оставлять своего угла. Теперь же я ничего не ощущаю. А между тем, завтра оставляю комнату навеки. Если бы меня стали теперь пытать, то я бы стал, наверное, кричать. И не сказал бы, что не стоит кричать и чувствовать боль, потому что 2 недели только осталось жить. Но правда ли то, что мне только 2 недели жить остается, а не больше? Если будут хорошие обстоятельства, то может быть и больше. Но может быть, даже и гораздо раньше умру. Я могу умереть внезапно. Даже, например, завтра. Идея в том, что я мечтаю, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них. Я не обманываю себя и понимаю дело ясно. Но чем яснее я его понимаю, тем судорожнее мне хочется жить. Я цепляюсь за жизнь и хочу жить, во что бы то ни стало. Вот только зачем я начинаю жить, зная, что мне уже нельзя начинать. Пробую, зная, что мне уже нечего пробовать. Я знал одного бедняка, который умер с голоду. И помню, это вывело меня из себя. Если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его. Мне иногда становится легче, и я могу выходить на улицу. Но улица стала наконец производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел взаперти, хотя и мог выходить, как все. Я не могу выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который ходит около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета, вечная угрюмая злость их? Потому что они злые, я знаю это точно. Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по 60 лет жизни? Зачем? Зачем тот человек допустил себе умереть с голоду? Коли он живет, значит все в его власти. Кто виноват, что он этого не понимает? Теперь мне уже все равно. Теперь уже мне некогда злиться. Будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее. Колумб помер, почти не видав его, и в сущности не зная, что он открыл. Дело в жизни, в одной жизни, в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии. У меня был маленький карманный пистолет. Месяц тому назад я его осмотрел и приготовил. Приготовил для одного дела, которое родилось у меня в голове. А что если мне убить кого-нибудь? Допустим, себя. На рассвете с первыми лучами солнца. Природа до такой степени ограничила мою деятельность своими 2 неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться последней возможностью дела. Я не признаю судей над собой, и знаю, что я теперь вне всякой власти суда. Но если я не признаю суда над собой, то все-таки знаю, что меня будут судить, когда я уже буду ответчиком глухим и безгласным. Какому суду тут дело? Кому именно нужно, чтобы я был не только приговорен, но и благонравно выдержал срок приговора? Неужели в самом деле кому-нибудь это надо? Для чего? Для нравственности? Вот теперь, когда мне уже прочитан срок приговора, какой нравственности нужно еще? Я умираю вовсе не потому, что не в силах перенести эти 2 недели. Просто протест. Иногда немалое дело.